Добрый день, дорогие друзья! В этот солнечный весенний день я решил записать вторую часть истории и байки из собственной жизни. На этот раз мы поговорим о запорожском периоде. Пока я буду рассказывать, я познакомлю вас с еще одним рецептом кофе, который я открыл буквально в начале апреля месяца. Для этого мы возьмем турочку из белой глины, кофе и березовый сок. Мы его собрали, не так уж много, но достаточно. И я его просто заморозил порционно, чтобы в течение года использовать. Я совершенно случайно попробовал на березовом соке сварить, и, вы знаете, мне понравилось. В общем, вы сейчас уже вряд ли, наверное, попробуете, березовый сок уже закончился, но если вдруг у кого-то что-то осталось, попробуйте. Я уверен, вы не пожалеете. Вот. Ну а пока я буду готовить, я вам расскажу о своих 2 годах жизни в Энергодаре на Запорожской АЭС. Начать нужно немножко с Белоярки. Уезжать я оттуда не хотел. Мне там устраивало все. В 1985 году на Запорожской атомной пускали 2-й блок и чуть не спалили его. Там активную зону не сожгли. Их спасло то, что это было на пуске и топливо было свежим, то есть реактор не был наработан. Они попытались этот инцидент скрыть, но это не получилось, и директоры решили убрать. Отцу предложили эту должность, он после неких раздумий согласился. Тем более, что мама давно хотела вернуться на родину с Урала, уехать в Украину. Ну а тут такой случай, директора на Запорожскую. Отец уехал летом, потом мама за ним уехала. Я не собирался уезжать, как я уже говорил. Но в конце концов я был вынужден, не вынужден, но поддался уговорам мамы, царство ей небесное. Она почти каждый день звонила с Энергодара в Заречный, знала мой график работы, я работал в оперативном персонале, по выходным, даже иногда и на работу звонила, рассказывала, как классно, как замечательно в Украине жить, какая тут прекрасная погода, какое отличное снабжение, ну все замечательно, только меня не хватает. Ну, в конце концов, я согласился, и в марте 86-го я уволился переводом с Белоярской и уехал в Энергодар. Правда, уезжал я тогда не очень хорошо. Видимо, Заречный не хотел меня отпускать. Не знаю. Дело в том, что приказ о переводе директор Белоярской атомной подписал мне в последний день. То есть вот нам сегодня уезжать, а приказ не подписан. Я не знаю, честно говоря, вот почему именно директор уперся, и прекрасно зная, что я буду уезжать, что я уже все документы оформил по обмену квартиры, что родители у меня там, я все равно уеду. И он тянул до последнего. В день отъезда за нами заехал водитель, который был у отца. Он отвез меня к проходной на Белоярку, меня провели. То есть пропуска я уже сдал, все сдал, обходные, все. Не хватало только подписи директора на приказе. Захожу в кабинет директора, там сидит председатель правкома, председатель парткома, троечка такая. И директор меня пытается уговорить не уезжать. Вот честное слово, я не понимаю, почему директор пытается убедить дозиметриста остаться. Ну, для меня до сих пор это остается тайной. Но он пытается меня уговорить. Ну и тут я со всей своей прямотой, которую меня научил отец, высказал все, что я думаю о его методах работы. Надо было видеть лица председателя правкома и парткома. Они были ошарашены,
как так, Саша, как ты можешь говорить? Ну, в общем, после моих слов директор молча подписал, и я уехал. Тут я хочу все-таки сказать, что спустя много лет, когда я работал над книгой к 50-летию Белоярской АЭС, я встречался с этим директором. Малышев Вадим Михайлович, царство ему небесное. И вы знаете, я поначалу, не то что опасался, мне было неловко к нему идти. С годами я понял, что не надо было так вот резко, по молодости, по своей горячности, вот, типа правду матку рубить в глаза. Я чувствовал себя виноватым, что в столь резкой форме высказался. Можно было сделать по-другому. И мне было перед ним неловко. И я просто не знал, как же он меня встретит. И на мое удивление, он меня встретил очень тепло и радушно. Мы так душевно посидели практически весь вечер, поспоминали Белоярку. Он показал все свои архивы, мемуары, фотографии. И меня отлегло. Я прямо вот ушел от него, как камень с души упал. Так вот, я оказался на Запорожской. Сначала ознакомился с цехом радиационной безопасности, потому что отец мне сказал на выбор: выбирай, куда ты хочешь, как дозиметрист в ЦРБ. Ну и, честно говоря, пообщавшись там с ребятами и посмотрев всю работу дозиметрии, я понял, что мне там будет скучно. На Белоярке была живая, активная работа. Вне зависимости, это ремонт или работа, когда блок на мощности. Все равно было чем заняться, всегда было интересно. И я пошел на строительство, на курирование строительства новых блоков в реакторный цех. Поначалу мне казалось, что это будет очень интересно. Но вскоре я понял, что железяки это не мое. То есть я, конечно, могу сидеть, копаться в этих схемах, чертежах, разглядывать их, изучать. Но ничего вот тут не шевелится вообще. Железяка, как-то, неинтересно совсем. Следить за монтажниками, вернее курировать, чтобы они правильно все монтировали, тоже не доставляло особого удовольствия, честно говоря. Единственное, что можно было полазить по помещениям, по блоку, который еще только строится, в частности, как я уже где-то рассказывал, залез в первый контур и по трубопроводу долез до улитки главного циркуляционного насоса. И дальше уже выглянул в пространство, где в последующем был смонтирован реактор, так будем говорить, в шахту. Единственное яркое впечатление. Так вот, это я уже взагалі так. И, сразу коснусь города. Город мне тоже не понравился. Не понравился тем, что, понимаете, когда вы все детство проводите в городе, который расположен в тайге, и вдруг попадаете в город, который в лесостепь, пески кругом, ветер сумасшедший, летом жара под 40 градусов, с работающей ТЭЦ поднимает золоотвалы и накрывает город на зубах, зола скрипит. Утром туман с кислотными осадками. Ничего хорошего. Мне это не лег он до души, Энергодар. В начале апреля приехал на Запорожскую. А в конце апреля известные события. 26 апреля Чернобыль. Информацию можно было получить только от отца, но по его же рассказам они тогда мало что знали. Да и он не особо-то разговорчивый был. Из него что-либо вытянуть было это тяжело. Да и дома он не так часто появлялся, поздно вечером, утром уходил на работу и на выходных. В редкие моменты, когда удавалось с ним что-то поговорить, какие-то крупицы по Чернобылю можно было из него вытянуть.
в мае месяце он мне предложил туда поехать. Это об этом я уже рассказывал. Я хотел поехать. Чисто и честно, и искренне я хотел туда поехать, помочь. Я понимал, что дозиметристы горят там в первую очередь. И во мне пробудился дух дозиметриста. Но, как я уже рассказывал, по личным семейным обстоятельствам я этого тогда не сделал. Остался в Энергодаре. В июле месяце родился сын. В конечном итоге, к концу 1987 года, я принял решение вернуться на Белоярку. То есть Запорожье мне вообще не зашло. Вот ни работа, ни город, ни жилье, вообще никак. И я подумывал, как оттуда уехать. О Чернобыле тогдашняя супруга слушать ничего не хотела. Я говорю, ну давай в Заречный вернемся. Хорошо. И вот зимой 88-го взял отпуск и поехал в Заречный. Практически я договорился со всем. С работой, что меня обратно берут туда же, на третий блок, дозиметристам в смену. Группу повышают при приеме обратно. Договорился с техникумом энергетическим, что я там восстанавливаюсь на третий или четвертый курс, я уже не помню. Вот. Ну, то есть, все было практически уже договорено. И тут с Чернобыльской вахты приезжает Олег Медведев, с которым я работал на Белоярке. Мы с ним встречаемся, и он мне прямо говорит: Саня, нафига тебе эта Белоярка? Че ты сюда? Давай лучше к нам в Чернобыль. У нас, говорит, дозиметристов не хватает. Мы пускаем третий блок. Давай, поехали. Ну, я и подумал, а почему нет? Вернулся в Энергодар. Ну, конечно, сказал в своем решении, но что мама, что супруга были категорически против, но я уже был настроен решительно. И в апреле месяце я взял остаток отпуска, поехал в Киев, прошел медкомиссию. И так я оказался на Чернобыльской АЭС. Но здесь я хочу вам еще одну историю рассказать. То есть запорожский период он был очень короткий и не особо-то запоминающийся. Кроме своих кислотных осадков, першения в горле, ничего не запомнилось. Но кто-то в комментариях, по-моему, спрашивал насчет моей службы в армии. Так вот, в армии я не служил. Не потому, что я закосил. Нет, вполне объективные причины. Дело в том, что немножечко в историю эту отойду. Когда мы были еще пацанами, мы с моим другом Костей Колесником решили закаляться. Это где-то был то ли 7-й, то ли 8-й класс, что-то вот такое. Урал. Ну и мы решили очень просто. Август месяц, с 1 числа купаемся каждый день. Температура воды падает, мы к ней привыкаем, ну и закаляемся. Класс. Все просто. В итоге мы бегали, мы честно бегали на пляж купаться. Дождь, гроза, по барабану. В итоге мы оба подхватили серьезные простудные заболевания. Но у меня оказалось серьезнее. В итоге оно у меня вылилось в бронхит, хронический бронхит, пневмония, которая потом перешла в бронхиальную астму. Вы можете спросить, как же я устроился на Белоярскую АЭС, в зону строгого режима. Там же есть вообще-то ограничения по болезням, особенно именно легочным. Дело в том, что в 80-м, когда я устраивался на Белоярку, к 20 своим годам, у меня как бы не было уже таких серьезных, сильных обострений. Но не это главное. Там помогла терапевт. Очень хорошая знакомая моей мамы. Она просто с какими-то ограничениями сделала допуск. На свой страх и риск, закрыв глаза на мои вот эти легочные заболевания.
Она просто мне тогда сказала, что, скорее всего, ну 99%, что с возрастом у тебя вот та твоя аллергическая бронхиальная астма, она пройдет. И она, в принципе, оказалась права. То есть, вот так вот я оказался в зоне строгого режима на Белоярской атомной. И вот так вот я в военкомате получил военный билет, белый билет по заболеванию бронхиальной астмы. Поэтому я в армии не служил. Но, как я уже только что сказал, с возрастом астма отходила на второй план, на третий, десятый там и вообще уже практически ее не было. Если раньше при любой простуде у меня могли проявиться приступы астмы, это где-то в начало, конец 70-х, начало 80-х, вот такое, то во второй половине 80-х я уже забыл, когда у меня приступы были. Вот. Это классно, хорошо. Но в марте месяце, как раз таки, когда я вернулся из Заречного, я в своем почтовом ящике обнаружил повестку в военкомат. А это 88 год. Мне 27 лет. В августе месяце мне 28. Призывают до 28. И я в такой растерянности думаю, блин, если я пойду в военкомат, я пройду медкомиссию легко. И на 28-м году жизни загремлю в стройбат, потому что по состоянию здоровья я только в стройбат гожусь. И мне как-то было не очень охота. Вот если бы еще в 20 лет, я бы еще пошел. Я даже в Афганистан в свое время хотел. Слава богу, меня друг отговорил, который оттуда вернулся и который в танке горел. Одноклассник мой, он сказал, сказал, что я дурак, и нехрен там делать, на этой мясорубке. Но в 28 лет, поверьте, очень не хочется в армию идти. Но правда, тогда весной у меня не было стыковки. Еду в Чернобыль, отказываюсь от армии, меня не берут в армию, вообще никакой. Я сначала поехал, устроился на Чернобыльскую АЭС. И потом, когда пришла вторая повестка, с военкомата, с учета в военкомате все равно сниматься надо, я взял направление на Чернобыльскую АЭС и в военкомат. Только я пошел сразу в приемную комиссию, которая выдает заключение. Там сидят молодые девочки, я им 2 бумажки на стол, говорю, так, мол, так, вот тут ваша повестка, а вот тут я в начале мая, это был конец апреля, я к ним пошел, я говорю, вот в начале мая я должен быть на Чернобыльской АЭС. Я не ожидал такой реакции от девчонок в военкомате. Как девчонок, они скорее мои были одногодки, где-то мне 28 почти, и они где-то так же, молодые девушки. Они так посмотрели, да я чуть ли не округлив глаза. Вы сами туда едете? Я говорю, да, вот направление, я уже прошел медкомиссию, уже все заявления подписаны. И уже приказ Запорожская АЭС по переводе туда, на Чернобыльскую, все, я уезжаю. А вы тут военкомат. Вот. Они еще раз на меня так посмотрели, как на дурачка какого-то. И сказали, хорошо, мы вам повестку отметим. Но если вы не уедете, несмотря на то, что в августе вам 28, мы в июле месяце вас заберем в дополнительный набор. Но больше они меня не видели. Кофе уже готов. Пока я вам тут рассказывал свой небольшой период своей запорожской жизни. Посмотрев отснятый материал по запорожскому периоду, я вспомнил, что не рассказал еще одну вещь. В мае 1986 года, когда в город стали приезжать эвакуированные из Припяти, причем их приехало значительно больше, чем было запланировано, дело в том, что тот персонал станции, который согласился работать на ЧАЭС после аварии,
ликвидировать последствия, возобновлять ее работу. Его в основном расселяли в Киеве, возить ближе вахтами. Весь остальной персонал, кто не хотел возвращаться или не мог, не хотел скорее, был расквартирован по атомным станциям Советского Союза. В частности, я точно знаю, что на Белоярской атомной было подготовлено 10 квартир с минимальным набором мебели. И были готовы рабочие места для всех членов семьи, кто бы туда приехал. Но туда никто не поехал. Все решили остаться в Украине. Ну это же ближе, роднее, теплее. Что тащиться куда-то там на Смоленскую, Кольскую, Игналинскую, Ленинградскую, на Билибино, на Урал, когда можно здесь вот рядом. Идет бурное строительство Запорожской АЭС. Приехало порядка 800 человек. Ни город, ни станция не были готовы к такому наплыву людей. То есть они сами решили, что они поедут именно в Энергодар. И, конечно же, расселить сразу одномоментно такое количество людей было просто нереально. Был инцидент. Перед самой аварией был сдан жилой дом и распределен между работниками оперативного персонала станции. Отец, будучи директором Запорожской, он отказался отдавать его эвакуированным. Мотивация отца была очень простой. Оперативный персонал, отвечающий за ядерную безопасность работы установки атомного блока, должен жить в нормальных бытовых условиях, а не в общежитии ютиться по комнатушкам или близлежащим селам. Это вызвало недовольство среди некоторой части эвакуированных. И было написано письмо в ЦК КПСС, что такой-сякой, сухой немазанный директор с нами плохо обращается, игнорирует. Ну, в общем, партия отреагировала молниеносно, приехала комиссия выяснять обстоятельства. Вызвали отца на заседание ЦК КПСС в Москву и выразили недоверие. Но история имела продолжение. Буквально через некоторое время, достаточно сжатые сроки, учитывая количество приехавших в город, вопрос таки решили, все равно решили. Их расселили, все остались в конце концов довольны, удовлетворены, поняли ситуацию, вниклись и написали второе письмо. Что мы ошиблись, что все было правильно, не надо увольнять, хороший человек. Но решение ЦК обратной силы не имеет. Короче, в конце лета 1986 года отец уехал. Ему было предложено Челябинск 60, закрытый город. Там готовилась площадка под несколько блоков на быстрых нейтронах. То есть это его тема. И он туда уехал. Осенью же 1986 года мы с ним переписывались, интернета не было, мы писали письма. И я попросил его узнать, есть ли возможность моего устройства там на комбинате в качестве дозиметриста. Я получил от него письмо, что да, дозиметристом тебя можно здесь устроить. На атомную станцию еще набора персонала нет, поэтому пока можешь поработать дозиметристом на комбинате. Но как бы там ни было, я не уехал в закрытый город. Хотя желание реально было, но потом, осмыслив, все-таки закрытый город, он дает плюсы в обслуживании. Закрытые города в Советском Союзе обслуживались по высшему разряду. То есть у них было практически все, что не имели. В магазинах снабжение было, мы тогда смеялись, как при коммунизме они жили. Но есть минус. Ты даешь подписку о невыезде. То есть там очень строгие режимные требования. Это настораживало.
все-таки хотелось по молодости, тогда еще все-таки мечтал и думал, что я когда-нибудь все-таки поеду куда-нибудь в Европу, там, пускай даже в социалистические страны. Но работники режимных предприятий, закрытых городов, они даже из Советского Союза не могли никуда выехать. Еще момент, чисто человеческий. Отношение людей к тебе как к сыну номенклатуры. Если на Белоярке, когда отец был главным инженером, я не чувствовал себе какого-то особого отношения как к сыну главного инженера. Но на Урале как-то вот попроще, почище, как сказал отец, отношения. Но здесь, в Энергодаре, я имею в виду, это так явно чувствовалось, что я сын директора. Это что-то особое. И меня это угнетало. То есть я постоянно себя чувствовал в тени должности своего отца. Я всегда считал такое особое отношение незаслуженным к молодому человеку, который ничего еще, собственно говоря, в жизни особо не достиг. А когда я познакомился с сыном председателя правкома ЧАЭС, тоже немаловажная величина, он мне так спокойно сказал: Саня, да что ты напрягаешься? Ты это не переделаешь. Расслабься и получай удовольствие от своего положения. Что он, собственно говоря, и делал. Он абсолютно не напрягался своим положением сына отца председателя. Но я так не мог, и меня, честно говоря, это все угнетало, вот такое отношение. Может, еще и поэтому я хотел уехать. То есть там комплекс причин сработал. Но так или иначе, я уехал сюда, и здесь началась совсем другая жизнь. Абсолютно другая. Чернобыльская и послечернобыльская. То есть период, когда я уволился с станции, можно считать другим периодом своей жизни. Но об этом мы говорим позже. Ну а пока будем жить обязательно. Долго и счастливо. А сливки кокосовые на чернобыльский период оставили, да? Кокосовые сливки?